Всегда ли нужно быть вежливым? Вежливость — это такой социальный навык, это такая просоциальная поведенческая адаптация, когда мы выстраиваем контакт, особенно с человеком, которого мы еще пока не знаем, или мы его не очень глубоко знаем, или с близким человеком, но когда предполагается, что тут какая-то, возможно, конфликтная ситуация, с помощью вежливости мы с ним снижаем уровень напряженности. Но эта схема вообще не работает, если ты общаешься с заведомо каким-то токсичным человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами, там твоя вежливость будет проявлением слабости. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу о 5 ситуациях, когда не стоит быть вежливым, общаясь с нарциссом, и каким образом можно отстоять свои интересы. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая вещь, когда не стоит быть излишне вежливым с нарциссом, это ситуация, когда он требует от вас какого-то большого количества оправданий. У вас должен быть просто холодный, четкий ответ, который отражает вашу позицию. Ну вот такой пример. Женщина встречается с мужчиной, мужчина с нарциссическими чертами, женщина собирается идти на социальные танцы, она ему говорит, что вот я сегодня иду на социальные танцы. И он начинает ее отговаривать, говоря, что социальные танцы — это глупости, там тебя разводят на деньги, это какая-то вообще непонятная шарага, там люди только собираются, чтобы друг с другом переспать. Женщина находится в эмоциях, она говорит, да нет, это не так, это и социальные танцы, это известная такая субкультура, известное движение, там какие-то приличные люди. Чем больше вы пытаетесь его переубедить, тем больше он понимает, что здесь как-то все эмоционально напряжено, начинает какие-то придумывать контраргументы, и очень скоро вся эта вообще беседа превращается в отвратительную такую мерзкую ссору. У вас плохое настроение, вы или вообще никуда не идете, либо идете с плохим настроением. В такой ситуации, если вы понимаете, что от вас требуют каких-то оправданий, которые вообще с чего вы должны оправдываться, и эти оправдания еще никто не слушает, вам нужно отказаться от этой идеи, что-то там оправдываться, и просто сказать свой холодный, четкий ответ. Я с тобой не согласна. Я считаю иначе по поводу социальных танцев, я туда решила идти, я туда пойду. Вторая важная вещь, вам нужно такому токсичному человеку возвращать ответственность за его эмоции. Потому что бывает так, приходите вы на какое-то мероприятие, рядом этот токсичный нарцисс, он начинает вдруг становится угрюмым и начинает брюзжать. Почему мы сюда пришли, здесь какие-то одни уроды, какое-то дурацкое место, что ты меня сюда притащила, так далеко шли. Начинает всячески портить вам настроение. В такой ситуации важно вернуть ему ответственность за его эмоции. Что ты взрослый человек, ты сюда зачем-то шел, если тебе здесь не нравится, что-то с этим сделай. Не знаю, или уйди, или замолчи, или кому-то расскажи другому об этом. Потому что вежливость говорит нам о том, что когда мы находимся рядом с другим человеком, который расстроился, это близкий для нас человек, с которым мы общаемся, то, исходя из этих идей вежливости, мы же, исходя из того, что мы эмпатически тоже чувствуем его расстроенность какую-то, можно загладить пилюлю и сказать, да, действительно, здесь не очень хорошо, давай, наверное, сделаем так, как ты хочешь, давай уйдем отсюда. Нет, если вы сюда пришли и вам здесь важно, а он пришел, начинает так нудеть, верните ему ответственность за его эмоции. Тебе здесь не нравится, сделай с этим что-то. Мне здесь нравится. Третья важная вещь, касаемо вежливости в отношениях с нарциссом. Нужно понимать, что общаясь с таким человеком, вам нужно очень четко выставлять свои границы. Потому что вежливые формулировки нарцисс не слышит. Когда вы начинаете как-то намекать, что вам так не подходит, вы надеетесь на его тактичность, все это не сработает. Здесь нужно твердо, с чувством собственного достоинства, с чувством уважения к другому человеку, но все-таки твердо сказать, что со мной так разговаривать нельзя. Этот разговор закончен. Я больше эти вещи слушать не собираюсь. Такое, не знаю, скажем, проявление тебя рядом со мной, такие фразы, такой формат, это неприемлемо. Тут это нужно сказать спокойно, чтобы это не выглядело так, что вы в какую-то травму попали. Недвузначно. То есть очень ясно, что именно такими словами со мной разговаривать нельзя. Когда ты повышаешь тон и начинаешь кричать так, как ты это делаешь сейчас, это означает, что всегда разговор будет закончен в этом месте. Чтобы тут не было, так сказать, места для каких-то кривотолков. Четвертая вещь, это вам нужно отказаться от этой игры в «докажи». Потому что нарцисс часто через обесценивание, сравнивание, какие-то насмешки старается вас спровоцировать на то, чтобы вы как будто бы доказали, что вы достойны находиться рядом с ним, чтобы вы получили его одобрение. Предположим, мужчина начинает женщину сравнивать со своей какой-то бывшей, говорит, что мы с моей бывшей когда-то что-то у нас в сексе было, или мы каким-то таким образом что-то отдыхали. Вроде бы это что такое? Это провокация, что давай, доказывай. Доказывай, что ты тоже так можешь. Или это классика, когда женщина что-то приготовила, а мужчина говорит, да, неплохо, конечно, но как моя мама варила борщи, никто так ее не сможет преодолеть. Конечно же, тут же нужно взять и сварить какой-то гениальный борщ в этот момент. Нет, нужно выйти из этой игры в «докажи». Нужно сказать, что я никому ничего доказывать не собираюсь. Мне не нужно твое неодобрение.
Если тебе что-то не нравится, ну это твои процессы, твои, так сказать, проблемы. Если тебе что-то надо, то ты можешь попросить у меня это, можешь попытаться со мной договориться. А вот эти вот провокации, манипуляции, эта вся штука в сети со мной не работает. Пятая ситуация, когда вежливость вредит в общении с нарциссом, это ситуация, когда вы не можете замолчать в какой-то момент, просто выйти из контакта. Вежливость предполагает, что когда ты с человеком общаешься, то если ты понимаешь, что ты хочешь как-то уже заворачиваться, нужно как-то объясниться, сказать, что мне пора, наверное, идти, наверное, будем заканчивать. И человек должен со своей стороны, вежливость предполагает, сказать, что да, я все понимаю, конечно же, не будем вас больше задерживать, расходимся, до свидания, все, вот поговорили. Здесь произошло согласование и согласие о том, что вы заканчиваете разговор. В случае с нарциссом бывает часто так, что ты с человеком разговариваешь, ты понимаешь, что у тебя уже голова кипит, ты вот это общение мне вообще не нужно, о чем мы сейчас говорим вообще непонятно, и какое в этом, для чего хорошего оно мне надо, тоже не ясно. А закончить общаться ты с ним не можешь, потому что вежливость не позволяет тебе. Ты говоришь, все, мы заканчиваем этот разговор, он говорит, ну подожди, вот еще кое-что. И ты выслушиваешь это, потому что тебя так воспитали, ты вот вежливый. Вот надо понимать, что в ситуации, когда тебе это общение вообще не подходит, если оно уже для тебя разрушительное, это твоя ответственность, чтобы ты вышел из этого общения в одностороннем порядке. Вообще бывает иногда даже сделать паузу, когда нарцисс какую-то гадость тебе говорит, что-то такое двузначное. Ты просто на него смотришь и молчишь. Нет ничего хуже для нарцисса, чем вот этот выход из контакта, тот же самый не контакт вспоминаем, какое-то молчание, пауза, блок. Почему? Потому что в этот момент нарцисс теряет вот это зеркало, в котором он отражается. Помните этот миф, когда нарцисс, собственно, как персонаж, он смотрит в свое отражение. Представьте, что вода перестала отражать отражение, что с ним будет происходить? Он понимает, что весь его сценарий, вся его какая-то тактика, вот это получение эмоционального какого-то ресурса, она уже не работает, и он остается в каких-то своих там процессах. Если вы понимаете, что вы общаетесь с человеком, и это общение против ваших интересов, вам нужно взять на себя ответственность, чтобы в одностороннем порядке это общение завершить. Такой интересный момент. У нас в культуре вежливость обычно противопоставляется грубости. То есть люди часто думают, если я перестану быть таким вежливым, то я буду, таким грубиян, меня будут так воспринимать. Это не так. Если вы разговариваете с человеком с чувством собственного достоинства, с уважением вот этого вообще процесса диалога, ясно, четко, твердо, недвузначно говорить о том, что вас интересует, что вы хотите, что вы чувствуете, то, для некоторых людей может показаться, что вот стилистика вашего общения стала более грубой, но она не становится какой-то контрсоциальной. То есть вы таким образом не отталкиваете людей. Более того, я знаю ситуации, когда человек перестал быть вот таким вот прямо слизки вежливым, стал как-то более четко говорить о том, что ему важно, стал выглядеть со стороны как более устойчивый, и люди к нему потянулись. Потому что людям важны отношения, где можно на человека положиться. Знаете, иногда бывает, что человек такой вежливый, такой обтекаемый, такой обходительный, что тебе немножко отталкивает этим. Как будто бы непонятно, что на самом деле он думает, как будто тут какое-то лицемерие есть. Если вы понимаете, что у вас есть вот эта проблема вежливости, сложно сказать человеку нет, сложно отставить свои границы, хотите с этим поработать, пожалуйста, обращайтесь ко мне, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылки на соцсети, пишите там личное сообщение, мы договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, возможно, вы собственно сталкивались когда-то с ситуацией, когда ваша вежливость или вежливость кого-то из окружающих вас людей вам мешала. И я всегда вам благодарен, когда вы описываете какие-то вот такие иллюстративные примеры из собственной жизни. Если вам это видео понравилось и тема интересна, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.